Суть, леди и джентльмены, в том, что жадность, лучшего слова я не нашел, это хорошо. Жадность — это правильно. Жадность окупается. Жадность очищает и дает свободу. Это сама суть эволюционирующего духа. Приветствую, друзья! Скажите, найдется ли среди вас кто-то, кто не хотел быть похожим на вот этих героев, что вы видели? Обладать их харизмой, уверенностью, жесткостью, но в первую очередь обладать их успехом и умением зарабатывать деньги, большие деньги. Конечно, у этих персонажей есть реальные прототипы, и мы примерно представляем, что за жизнь у них и чем они владеют. Там виллы, яхты, особняки, элитные клубы. И весь этот блеск каким-то образом делает их в наших глазах особенными, исключительными. И мы инстинктивно спрашиваем себя, как они добились такого? Как они смогли стать столь успешными? И сразу хочется крикнуть: «Я тоже так хочу». Но тут есть один важный момент. Перед тем, как желать стать как эти крутые дяденьки, не забудьте спросить себя, на что вы готовы пойти ради таких достижений? Какую цену вы готовы заплатить за них? Потому что все они, так вот на секундочку, ради своих внушительных капиталов были готовы практически на все. А это уже не что иное, как алчность. Алчность – один из главных человеческих пороков. Первый ее постулат – это жажда денег любой ценой. Или главное – деньги, остальное не имеет значения. Эта тема широко раскрыта в кино, и, как мы видели, есть немало каноничных героев, олицетворяющих этот порок. Особое место среди них занимает вот этот дядька – Гордон Gekko. Он и произносит знакомую нам легендарную речь «Жадность – это хорошо». И произносит он ее в фильме 1987 года «Уолл-стрит», режиссер Оливер Стоун. Именно об этом фильме я хочу поговорить сегодня с вами, чтобы понять, чему эта история нас учит. Какой главный жизненный урок она нам преподает? И правда ли, что жадность или алчность – это хорошо? Изначально фильм так и назывался «Алчность», но Оливер Стоун вовремя понял, что это будет чересчур в лоб, и в последний момент сменил название на «Уолл-стрит». Хотя от этого мало что изменилось, так как в то время для многих эти слова были практически синонимами. Общеизвестно, что Уолл-стрит является центром финансового мира, в истории которого было немало громких взлетов и падений, скандалы, махинации с ценами на акции и так далее. Одно осталось неизменным. Уолл-стрит – это то место, которое всегда тянуло к себе бесчисленное количество людей с одной и той же целью – быстро разбогатеть. С первой же сцены режиссер знакомит нас с главным героем – это Бад Фокс, молодой парень, лет 25, из простой рабочей семьи. И как практически любой парень в его положении, он жаждет вылезти из бедности и доказать, что он чего-то стоит в жизни. Для него это значит быстро заработать такой капитал, который позволил бы жить на широкую ногу. Сейчас то, что он получает, едва хватает, чтобы содержать маленькую квартиру в бедном районе, в которой помещаются разве что кровать, стол и книги. На другие нужды ему тупо приходится занимать деньги у отца. Будучи биржевым агентом в небольшой компании, он день за днем обзванивает своих клиентов, чтобы совершить удачную сделку по ценным бумагам. Он мечтает оказаться по другую сторону провода, то есть быть тем инвестором или большим воротилой бизнеса, которому кто-то по телефону будет предлагать крупные сделки. Он чувствует, что достоин этого, ведь несмотря на свою юность, он умен, напорист и проворен как лис. Оливер Стоун так и назвал его – Фокс, лис.
Вопрос в том, как такому обычному парню, как Бад Фокс, быстро подняться и сколотить капитал в этом огромном, безжалостном финансовом мире. Причем, когда в кармане у тебя ни гроша, ни связей, ни обеспеченных родителей, ничего. Да еще отец, у которого он занимает деньги, обесценивает его работу, называя попросту торгашом, не приносящий никакой пользы обществу. Сколько раз я тебе объяснял, что я не торгаш, а биржевой агент. В ближайшем будущем должен стать маклером. Ты звонишь людям и справляешься о деньгах. Ты торгаш. Ой. Его отец работает механиком в одной авиакомпании под названием Blue Star, переживающей не самые лучшие времена. В фильме он представляет собой рабочий класс, то есть одного из тех дядей, который честно всю жизнь прогорбатился на одной и той же работе, и как это обычно бывает, кроме уважения друзей и коллег, он ничего больше не заработал. Правда, нужно сказать, что такие люди, как он, не всегда мерят успех величиной банковского счета. Так вот, чувствуя одержимость сына к блеску роскошной жизни, он пытается образумить Бада, подсказывая, как правильно строить жизнь. Говорил я тебе, не суйся в это темное дело. Мог бы стать врачом или адвокатом. А если бы остался в Blue Star, мог бы уже сейчас быть инспектором таможни, а не каким-то там торгашом. Но Бада не устраивает такой расклад. Он хочет денег, больших денег, причем быстро. В драматургическом смысле отец – это его призрак, олицетворяющий тяжелый труд и бедность, из которой наш Бад любой ценой хочет вылезть. Он не хочет жить как отец, хотя честность и порядочность отца ему не чужда. Но давайте вернемся к нашему вопросу. Как все-таки Баду добиться того, чего он хочет? Часто в юности нам кажется, что у нас в жизни все получится. И мы готовы свернуть любые горы, дайте только шанс. Под шансом нередко выступает встреча с неким большим дяденькой с деньгами, которому при случае мы покажем наши крутые идеи, он, конечно же, заинтересуется ими, и вуаля, перед нами сразу же откроются все двери. В юности я тоже так думал. Мне было лет 20, и имелся у меня небольшой проект, с которым я всюду ходил, отбивая пороги офисов больших боссов. Помню, как я сильно переживал, и пот лился с меня градом перед каждой такой встречей. Всем своим нутром ты чувствуешь, что это судьбоносный момент в твоей жизни. Момент, который может все изменить. И ты из кожи вон лезешь, чтобы правильно представить свою идею. Но ты теряешься, и у тебя ничего не получается. У Бада это получилось. У него тоже в запасе была парочка идей касаемо нескольких компаний, которых он считал перспективными. И ему тоже нужен был шанс, то есть серьезный инвестор, который увидит потенциал в его идеях. И в качестве вот этого потенциального инвестора Бад не выбирает кого бы то ни было. Он поднимает планку максимально высоко. И выбирает одного из главных мастодонтов мира финансов Гордона Гекка. Гекка являлся его идолом, и наш Бадди был одержим идеей работать с ним. Он был уверен, что Гекка именно тот дядька с деньгами, который ему нужен. В фильме Гекка является одним из крупнейших игроков на Уолл-стрит, который, кажется, что только благодаря своему таланту и чутью большого дельца смог сколотить огромное состояние и добраться до вершины. Вначале Бад, конечно же, не знал, что это было не совсем так, и что его идол очень даже не брезгует использовать в своей деятельности не самые праведные методы. Совсем не задумываясь о том, что сотни или тысячи людей из-за его манипуляций могут остаться без работы или без своих вкладов. И тем не менее, несмотря на свою жесткость или даже беспринципность, Гордон Гекка подкупает своей искренней страстью к успеху. Оставайся, что-то наклевывается. И он так убедителен в этом, что почти каждый из нас хотел бы видеть себя на его месте или хотя бы прикоснуться к его искусству зарабатывания денег. Так вот, 39 дней Бадди безуспешно пытается добиться встречи с Гекко. И вот на 40-й день, когда его напористость переходит все границы, Баду все-таки удается пробраться в офис Гекко. Что ж, вся жизнь может измениться в один миг, и вот он наступил.
Гекка, впечатленный его смелостью, уделяет ему несколько минут. И вот Бадди, кажется, добирается до своего долгожданного шанса. Он с нетерпением вываливает Гекку все свои блестящие идеи, при этом пытается показать, насколько он искусен и как хорошо разбирается в компаниях. Но все мимо. Никакими инвестиционными идеями крутого дяденьку не удивить. Он разбирается в них лучше, чем наш юный маклер с Уолл-стрит. Дерьмо все это. Гекка прекрасно понимает, кто перед ним, и что этот юноша вряд ли может чем-то быть ему полезен. Да, он видит в Бадди себя в молодости, такой же голодный, напористый, но это недостаточно для того, чтобы Гекка предоставил ему шанс поработать с ним. Давай, малыш, скажи мне то, чего я не знаю. Понимая, что встреча потеряна и его шанс безвозвратно уплывает, Бад выкладывает свой последний козырь. Он передает Гекка инсайдерскую информацию, корпоративный секрет, обещающий рост акций авиакомпании Blue Star, в которой работает его отец. У него Бадди и подслушал эту информацию. Бад знал, что это неправильно, и это противоречит правилам рынка. Но один раз, всего один раз, ведь ничего же страшного не будет. Гекка, конечно же, проявляет интерес к этой сделке, ведь на кону легкие миллионы. И в конечном счете предлагает Баду работу. Март, я подстрелил слона! Гекко. Сказать, что Бад был счастлив, это ничего не сказать. Ему улыбнулась удача, и он получил свой желанный шанс. И ему уже не важно, каким образом это произошло. Главное, что он его получил. И первое, что он хочет сделать, это удивить своего идола и показать, насколько сильно он не ошибся в своем выборе. Он честно выкладывается на все 100%, изучает рынок, сделки, компании, пытаясь предложить своему новому боссу максимально выгодные сделки. Только вот он не учел одного очень важного момента. Акула как Гекка так не работает. Ему не нужны сделки, приносящие в год по 10-15% прибыли. Это его не интересует. В его философии это пустая трата времени. Ему нужен прорыв, скачок. Ему нужно взорвать котировки акций на рынке, чтобы быстро сорвать куш. Ему не важно, что в результате этого кто-то другой потеряет свой бизнес или работу. Только вот чтобы это реализовать, ему нужна информация, секретная корпоративная информация. Поэтому, когда наш Бадди приходит к великому Гекко с очередной сводкой по проведенным сделкам, Гекко прерывает его, открыто давая понять, чего на самом деле ему нужно от него. Ты хочешь еще шанс? Да. Тогда начни мне давать информацию, в которой я действительно нуждаюсь. Внезапно перед Бадом занавес раскрывается, и он понимает, что Гекко не совсем тот герой, каким он себе представлял. Он считал, что он гений, который от природы награжден даром предвидеть развитие финансовых рынков. И он до такой степени крут в этом, что ему удалось на одном только таланте построить свою огромную империю. Но тут обнаруживается, что каким бы крутым ни был Гекко в сделках на Уолл-стрит, это сильно затмевается тем, что действительно делает его таким успешным. Талант лжеца и мошенника – вот что является главной составляющей его успеха. Будучи не готовым к такому жесткому подходу ведения бизнеса, способный перешагнуть через красную линию закона, Бад отвергает предложение Гекко. Его идол объясняет ему, мол, в жизни есть только два пути. Или ты в игре и действуешь по ее жестким законам, благодаря чему ты можешь получить все. Или ты вне ее, и тебе ничего не достается. А если работать на совесть? Без устали, не покладая рук. Держу пари, ты всю ночь изучал это дерьмо, чтобы притащить его мне. И чего ты достиг? Бад в нерешительности. Перед ним отчетливо прорисовываются две философские модели жизни. Это один из тех важных моментов жизни, когда ты должен сделать выбор. Выбор, который предопределит твою дальнейшую судьбу. Значит, Бад может выбрать модель Гекко, считающего, что алчность – это хорошо. То есть главное деньги, остальное не имеет значения. Или модель его отца, который считает, что алчность – это плохо. И главное – это жить достойно, соблюдая закон.
Бад выбирает. Я сделаю тебя богатым, Бад Фокс. Да, чтобы тебе стали доступны такие девушки, как Дэриан. Скорее просыпайся, приятель. И за работу. Движимый отчаянным желанием добиться быстрого успеха, Бад в конечном итоге принимает правила Гекко. Хорошо, мистер Гекко. Я с вами. И едва их соглашение вступает в силу, как Бад начинает добывать для Гекко секретную информацию о компаниях и заниматься не совсем законной инсайдерской торговлей. При этом он продолжает думать, что в этих действиях ничего страшного нет, что по сути это обычная практика на Уолл-стрит, мол, все так делают. И тут, как ни странно, дела с головокружительной скоростью понеслись в гору. Ну что ж, поздравляю, Бадди. Ты набираешь очки. На кону сделка с крупной сталолитейной компанией Anacott Steel, где благодаря добытой Бадом информации Гекко удается не только заработать жирный куш в миллионы долларов, но и провести своего давнего конкурента Ларри Уайлдмана. Тут Бад входит в кураж. Наконец он в большой игре. Мы тоже купили ее акции. Так, Лук. Потом следует еще сделка и еще. Мир как будто начинает вращаться вокруг Бада. И кажется, что теперь ему все по плечу. Что может его сейчас остановить? Ничто. Новый рекорд по прибыли установил Бад Фокс. Ну вот ты на коне. Наслаждайся, малыш, удачей, пока она у тебя есть. Все происходит так легко и быстро, что Бад даже не замечает, как он все больше и больше погружается в незаконные и сомнительные игры Гекко. В обмен Гекко воплощает его мечты в реальность. Дорогие машины, пентхаус за $1 миллион, проститутки, элитные клубы. Как я был беден, я начинаю осознавать только теперь. Лисенок Бад на 7-м небе. И он так одурманен и окрылен тем, что происходит в его жизни, что он действительно начинает думать, что жадность – это хорошо. Суть, леди и джентльмены, в том, что жадность – это хорошо. Жадность – это правильно. Жадность окупается. Жадность очищает и дает свободу. Это сама суть эволюционирующего духа. Это важный поворотный пункт всей истории, который меняет не только жизнь героя, приводя его к богатству, но и внутренний мир, превращая честного человека, по сути, в преступника. Вишенкой на торте становится роскошная блондинка, с которой Гекко сводит Бада. Гекко является ее покровителем, запустившей в космос ее карьеру дизайнера. Бадди как мальчик влюбляется в нее, ведь таких женщин у него никогда не было. Красивая, умная, талантливая, добрая. И у них с Бадди завязывается роман. Кажется, она воплощение его мечты. Все происходит точно как в сказке. Только вот несмотря на свой оглушительный успех, Бад все еще не может получить главного, а именно уважение и восхищение отца. Для него он все еще простой торгаш с Уолл-стрит, который ничего не создает. Бад хочет изменить это и доказать, что его отец ошибается. И для этого он решает прыгнуть еще выше. Пришла пора бросить работу маклера на Уолл-стрит и стать президентом компании, в которой работает его отец. Зная, что у этой авиалинии серьезные проблемы, Бад хочет возглавить ее, чтобы оживить и сделать прибыльной. Тем самым показать отцу, что он может не только торговать бумагами, но и созидать, развивать. Дело остается за малым – заинтересовать Гекко купить эту авиакомпанию. Я мечтаю купить эту авиалинию. У меня есть идеи, как сделать ее выгодной, заставить работать. Он уже хочет управлять авиакомпанией. Только вот для этой сделки Баду придется столкнуть и его отца с Гекко. И их два мира, которые, мягко говоря, не имеют ничего общего. Вспоминаем таблицу. Но Бад совсем не боится этого. Он считает, что от этой сделки все будут только в выигрыше. Бад предлагает Гекко план по расширению Blue Star после ее покупки. И Гекко, учуяв очередной куш с деньгами, заинтересовался. Сцена, где они хотят заключить контракт, одна из ключевых.
где Оливер Стоун сталкивает две противоположные философии. Оба, и отец, и Гекко, сразу понимают, кто перед ними. Гекко видит овцу, у которой есть принципы и чересчур порядочна, из-за чего понимает, что с таким партнером много не заработаешь. А отец видит волка, которым движет только нажива и ничего больше. У вас огромные потери капитала, дивиденды урезаны до нуля, крупные компании задавили вас. И скоро всем придется в ужасе хвататься за парашюты. Но Гекко пускает в ход свою излюбленную тактику, пытаясь выдать себя за спасителя компании, у которой есть потенциал и в долгосрочной перспективе может стать прибыльной. Но отец Бадда не наивный мальчик и без труда распознает истинные намерения Гекко. Что движет этим человеком? Жадность. Плевать ему на Блустар и профсоюзы. Он хочет набить кошелек и ничего больше. Постой, 1 минуту, отец. Встреча срывается, а его отец уходит. Бадди не может поверить, что его отец мог все испортить. Он хочет доказать ему, что он не прав, что он ошибочно расценил ситуацию. Отчего происходит ссора, и Бад начинает даже корить отца, что тот, мол, не так жил, что его ценности устарели, что они не работают, и с таким подходом можно стать разве что неудачником. И, мол, хватит постоянно думать о других, подумай хоть раз о себе. Отец парирует тем, что Бад совсем ослеп, и что он полностью попал под влияние своего идола, не видя, кто он на самом деле. Отец обижается на сына, но в конечном счете передает своему руководству план Гекко о покупке их авиалиний. Сделка в конечном итоге имеет место. Гекко скупает необходимый пакет акций, и наш Бад становится президентом компании. Теперь он на пике. Он получает все, чего хотел, и даже больше. Кажется, весь мир закрутился вокруг него. И теперь что еще остается, кроме как собирать плоды и радоваться жизни? Но как это часто бывает в жизни, когда мы добираемся до пика, может произойти нечто такое, что невольно заставляет нас открыть глаза на наш жизненный путь. Мы останавливаемся и начинаем переосмысливать все. И то, что мы узнаем в результате, может оказаться очень болезненным. Ровно так случается и с нашим Бадди. Происходит то, чего он в самом страшном сне не мог представить. Он внезапно получает удар, сокрушительный удар. И не от кого бы то ни было, а от своего идола. В мгновение ока его мир переворачивается вверх дном, отчего его карьера президента в авиакомпании отца длится всего пару недель. Случайно оказавшись на одной из закрытых совещаний по Блустар, Бад узнает об истинных намерениях Гекко касаемо купленной авиалинии. Оказалось, что его идол решил распустить компанию и всех рабочих уволить, чтобы иметь возможность использовать миллионы, застрявшие в ее пенсионном фонде, затем распродать активы, по сути превратив компанию в пепел. Гекко просто понял, что так будет намного проще и быстрее взять свой очередной куш с миллионами. Зачем ему решать проблемы какой-то авиалинии, пытаться поднять ее с колен, еще неизвестно, что получится в итоге. Как мы уже отмечали, акула как Гекко так не работает. Туда нельзя, Бад, у него совещание. Но Бад отказывается верить в это. Он хочет, чтобы Гекко развеял его страхи и подтвердил, что это какая-то ошибка. Но ради чего разваливать компанию? Она сама развалилась. Я еще раз все взвесил, решил от нее избавиться. Потерять работу для этих людей – это потерять все. Главное – деньги. Все остальное – пустая болтовня. Главное – деньги, остальное – это пустая болтовня. Истинную сущность этих слов Бад осознает только сейчас, когда это коснулось его лично, когда он почувствовал ее на собственной шкуре. И в жизни очень часто мы имеем привычку закрывать на многое глаза, пока это не затрагивает нас напрямую. Бад ведь прекрасно видел, как работает Гекко, и что происходило с другими компаниями, которых он скупал, и как тысячи людей оказывались на улице. Но все это было не так страшно, пока это происходило где-то там, с другими. И тут особенно остро раскрывается драма нашей истории, которая заключается во внутреннем конфликте Бада.
С одной стороны, он стремится к быстрому успеху и материальному обогащению. С другой стороны, у него остались еще моральные принципы, которых он не хочет окончательно растерять. Выбор, который он сделал, пойдя за Гекко, привел его к болезненным последствиям, как для него, так и для его близких. Но именно это заставляет его в конечном счете прийти к правде и прозреть. И с этим его ложное убеждение разлетается в щепки. Бат наконец осознает, что стоит за быстрым успехом, и что цена, необходимая для его поддержания, слишком высока для него. И теперь наступает момент, когда Бат вновь должен сделать выбор, принять новую истину и начать действовать в соответствии с ней, следовательно, попытаться остановить Гекко или остаться лояльным к кредо своего идола и окончательно превратиться в волка с Олд-стрит, продолжая и дальше обогащаться нечестным путем. Два пути, две философии. А Бат Фокс – лисенок, который хотел усидеть на двух стульях. Да, Бат по пути растерял свои моральные ориентиры, но он прозрел и решает поступить правильно. Он осознает свои ошибки и выбирает первый путь, в результате чего он получает то, чего по-настоящему всегда желал. Это уважение и признание отца. Узнав о ликвидации авиалинии, у его отца случается сердечный приступ, после которого он чудом остается в живых. Я так тебя люблю. Прости за то, что я тебе тогда говорил. Ты единственный честный человек, которого я знаю. Важно отметить, что помимо его отца в фильме есть еще один честный и достойный персонаж. Это Лу Мангейм. Он является приятным контрастом Гекко, иллюстрируя то, чем действительно должны являться трейдеры на Олд-стрит. То бишь профессионалы, которые достигают своих целей упорным трудом, терпением и честностью. Он олицетворяет тех людей, которые придерживаются основ и понимают, что хорошие вещи иногда требуют времени. Игра в долгую более выгодна, чем поиск сиюсекундных прибылей. Нельзя сидеть на двух стульях сразу, нельзя. Самое главное в деньгах, Бат, что не заставляют делать то, чего ты не хочешь. В фильме он как вездесущий голос совести, пытающийся не дать Баду скатиться на самое дно. Плохо только, что Бад немного поздно понял это. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. В фильме есть еще одна героиня, о которой хотелось бы сказать несколько слов. Это Дерин, возлюбленная Бада. Напомню, что их Гекко свел вместе. Ее играет очаровательная Дэрил Ханна, одна из секс-символов 80-х. И она, кстати, неплохая актриса, но в этом фильме у нее, скажем так, не очень сложилось. По крайней мере, так расценили критики. За эту роль ей дали золотую малину, как худшей актрисе. Но речь сейчас не об этом. Узнав, что Бадди хочет пойти против Гекко, их отношениям моментально приходит конец. Если ты будешь врагом Гордона Гекко, я с тобой не останусь, Бадди. Несмотря на то, что она искренне полюбила Бада, она оказалась не готова рискнуть всем и начать все сначала без покровительства таких больших дядек, как Гекко. Хочу отметить, что практически везде, где я читал об этом фильме, ее героиню критикуют, называют чуть ли не эскортницей, готовой на все ради денег. Я в корне с этим не согласен. Ее можно назвать слабой, трусливой, как угодно, но точно не эскортницей. Ее героине попросту не хватило решимости, чтобы дать бой этому миру и самой пробить себе путь наверх. Она из тех людей, которые понимают, что алчность – это плохо, и она даже хочет жить по законам морали. Проблема в том, что она чересчур сильно боится бедности и не готова платить такую цену за честность. Обратите внимание на ее реакцию в этой сцене, как она меняется в зависимости от того, видит ее Гекко или нет. Очевидно, что она не разделяет жизненные принципы Гекко, но она вынуждена играть роль, чтобы казаться своей. Она даже понимала, что Гекко собирается сделать с авиалинией, однако вряд ли могла что-то сделать. Теперь взгляните на ее реакцию, когда говорит Бад. Такое впечатление, что она увидела благородного рыцаря на белом коне.
Она искренне желает, чтобы он победил, хотя понимает, что против Гекко это невозможно. Наконец мы можем представить полный квадрат оппозиции в фильме «Уолл-стрит», где тематическим антагонистом для Бада является именно Дэриан, а не Гекко. Считающий вначале, что алчность это хорошо, Бад жаждет быстрого успеха. Но, как оказалось, он не готов платить ту цену, которую требует этот успех. Следовательно, отказывается жить в соответствии с этим убеждением. Дэриан же наоборот, изначально знает, что алчность это плохо, но не готова платить цену, которую требует это убеждение. Следовательно, отказывается жить по законам морали. Про Гекко и отца Бада мы говорили в начале. Гекко представляет класс алчных капиталистов, а отец – рабочий класс. Хорошо, так что же делает Бад? Понятно, он раздавлен, растоптан. Однако нужно спасать компанию, и времени для этого не так много. Но что может сделать маленький лисенок против такой громадной акулы, как Гордон Гекко? Какие-то деньги у него есть, он продал квартиру, машину, все, что у него было. Но это явно недостаточно, чтобы спасти авиалинию Blue Star. Но у него есть нечто другое. Самая большая ценность в наше время – это информация. У Бада есть информация. Он уже в курсе о планах Гекко касаемо Blue Star. Каждый его шаг, каждое действие, он все это знает. А значит, может воспользоваться этим против самого же Гекко. От имени отца он тайно встречается с лидерами профсоюзов компании Blue Star, чтобы заручиться их поддержкой и раскрыть им свой план по спасению авиалиний. Его план – большая авантюра, и чтобы он сработал, нужна большая удача. Но главная загвоздка в другом. Для своего плана Баду нужен большой инвестор. Как ни крути, но одолеть большую акулу можно только при помощи еще большей акулы, которая согласится купить Blue Star и не захочет после этого расправиться с ней так, как намеревался Гекко. И Баду улыбается удача. Он находит такого инвестора в лице Ларри Уайлдмана, который был вовсе не против вернуть в должок Гекко за сталолитейную компанию Anacott Steel. Сэр Лоренс, могу я называть вас Ларри? Я слушаю вас. Являясь врагом Гекко, крупный миллиардер соглашается на сделку с условием, что после покупки он сохранит компанию и не уволит рабочих. Так в чем же суть плана Бади? Зная о намерениях Гекко, Бад хочет сперва подтолкнуть цены акций Blue Star вверх, распространяя оптимистические прогнозы и покупая акции через подставных лиц. Белой лошади нравится Blue Star, авиалиния. Это создаст ажиотаж и видимость растущего спроса. И другие инвесторы тоже начнут скупать акции, что поднимет их цену. Blue Star в игре. Минимум 19, всего 5000, 10 по 12,5. Бад надеется, что этим он втянет Гекко в покупку акций по завышенной цене. Он уверен, что Гекко клюнет на это, ведь ему нужен контрольный пакет акций, чтобы потом воплотить в действие свой план по ликвидации компании. Или же, если акции подскачут достаточно сильно, то Гекко сможет заработать хотя бы на их перепродаже. Только вот когда Гекко покупает достаточно большой пакет акций, Бад, начинай сгружать. Как так? Продавай, Марк, продавай все. Где Лу? Только что был там. тут Бад начинает распространять уже негативную информацию, заставляя всех инвесторов через тех же подставных лиц продавать акции, что приведет уже к их обвалу. В результате Гекко понесет многомиллионные убытки. Акции он же купил по завышенной цене. Конечно, он мог бы подождать, чтобы цены стабилизировались, но по сговору с Бадом профсоюзы лишают Гекко своей поддержки, что теоретически может привести к еще большему падению акций. К тому же в этом случае его план по ликвидации компании и распродаже активов становится еще труднее реализовать. Гекко в бешенстве. Я этому стервецу, который проболтался, башку оторву. Он совсем не ожидал такого поворота. Он пытается что-то сделать, но попросту не понимает, что происходит с рынком. Все как будто сговорились против него.
Должен же быть какой-то выход, Гордон. Осталось вызвать только службу помощи. Чтобы не потерять все, Гекко вынужден продать все свои акции по заниженной цене. Через 2 минуты биржа закрывается. Что ты будешь делать? Решай. Отдавай. В результате компанию скупает Ларри Уайлдман. План Бата сработал. Авиалиния Blue Star спасена. Впору ликовать, ведь то, что он совершил, это почти чудо. Провести такие манипуляции на рынке не каждому большому игроку по плечу. Но маленький лисенок Бат рискнул, и у него это получилось. Одно плохо, за это ему придется заплатить. Гекко, конечно, понял, что его провели, причем его же незаконными методами. И с его подачи в офис БАДа заявляются серьезные дяденьки с комиссией по ценным бумагам и биржевого контроля. Вы арестованы, мистер Фокс, за мошеннические операции с ценными бумагами и за нарушение инструкций о биржевых маклерах. С наручниками на руках его проводят в участок полиции, где ему предстоит ответить за все свои нарушения. Но он еще не сказал своего последнего слова. И тут Бат вновь возвращает должок Гекко. Сотрудничая с властями, он встречается с ним. Кем ты был? Никем! Я тебя научил всему. Показал, как работает система, где брать информацию и что с ней делать. Бат записывает на пленку их разговор и сдает федералам сведения о Гекко, способные его самого упрятать за решетку. Так что Гекко без наказания не останется. Последняя сцена фильма тоже символична. Отец подвозит сына до зала суда, по пути припоминая ему об усвоенном уроке. Забудь о легкой наживе, пока еще не поздно. Сделай в своей жизни что-нибудь путное. Делай что-нибудь. Это лучше, чем торговать тем, что делают другие. Так что в итоге? Что эта история нам дала? Чего мы усвоили? Конечно, нельзя не сказать, что Оливер Стоун чересчур демонизирует игроков Солл-стрит и весь финансовый мир в целом. Отчего создается впечатление, что богатые там становятся таковыми только непристойным образом. Однако настоящая цель фильма — это не финансовые сделки и не преступники Солл-стрит. Цель Оливера Стоуна — это система ценностей, которая ставит прибыль и богатство превыше всего. Его фильм — это атака на атмосферу финансовой конкуренции, которая стала настолько яростной, что этика и мораль перестают иметь хоть какое-то значение. Однако нужно сказать, что в некотором смысле Стоун потерпел неудачу. Колоссальную неудачу. Его фильм — это история для людей, которые должны были понять, какова цена алчности. И что, несмотря ни на что, Гекко все-таки не прав. Алчность не есть хорошо. Это путь к разрушению личности, да и социума в целом. Но аудитория не очень купилась на этот посыл, так как история развития и озарения Бада меркнет перед великолепием и убедительностью Гекко. Оливер Стоун невольно создал такого персонажа, Гордона Гекко, который стал настоящим кумиром для многих поколений. До сих пор к Майклу Дугласу подходят люди, говорящие ему, что они хотели быть похожими на него, на Гордона Гекко. Его образ был создан так безупречно, что в него было невозможно не влюбиться. Тем более, когда ты юн и голоден, как Бат Фокс. Но давайте рассмотрим этого персонажа получше. Действительно ли он так крут, как он представляется в фильме? Да, он умен, проворен, с уникальным чутьем дельца и все такое. Но каким бы крутым ни казался Гекко, такие, как он, великими никогда не становятся. До большой акулы бизнеса он дорос, но стать по-настоящему большим китом он не сможет. И все дело в том, что у него философия обычного торгаша, играющего всегда на короткой дистанции, и у которого на все только одна единица измерения – деньги. Люди, акции, компании, заводы – все это в его глазах лишь деньги. Вот почему ему никогда не стать таким китом бизнеса, как Ларри Уайлдман. Оливер Стоун выводит на сцену этого персонажа ближе к середине фильма, и мы сразу видим контраст между ним и Гекко.
Уайлдман намного успешнее и богаче, чем Гекко. И этим Оливер Стоун показывает нам, что философия и подход к бизнесу Уайлдмана лучше и правильнее, чем у Гекко. Да, он тоже не брезгует наживой и легкой выгодой, но он все-таки тот бизнесмен, для которого деньги – это не просто деньги. Это еще производство, новые товары, услуги. Он думает о развитии, об инфраструктуре. Он сосредоточен на долгосрочной перспективе, а не на краткосрочной спекуляции. Ларри Уайлдман – это тот, кем потенциально мог стать Бат, тем большим воротилой бизнеса, который, шагая в гору, не растерял человеческий облик. Этот персонаж сохраняет баланс между двумя моделями, которые Оливер Стоун изначально нам представил. То есть модель Гекко и модель отца Бада. Как мы видели в фильме, у каждого из этих двух кредо есть своя цена, которую волей-неволей приходится платить. В первом случае это потеря себя морально и нравственно, ну и тупо можно загреметь в тюрьму. Во втором случае это чаще всего неуспешность, бедность и отказ от многих привилегий. Через Ларри Уайлдмана Оливер Стоун показывает нам, что лучший вариант находится где-то посередине. Он соединяет эти две полярные модели в одну и разом избавляется от их недостатков, одновременно соединяя их сильные стороны. В результате мы получаем такого персонажа, как Ларри Уайлдман. Уайлд – дикий, то есть модель Гекко, плюс Мэн – человек, модель отца Бада. Этим Оливер Стоун по сути сталкивает с пьедестала Гордона Гекко, доказывая ему, что деньги – это еще не все. За настоящим успехом стоит еще доверие, репутация, уважение. И нередко это требует времени. Своим фильмом Стоун говорит нам, что к настоящему успеху нет коротких путей. Короткая дорога чаще всего означает, что мы идем на сговор со своими принципами и рискуем потерять все. Кредо «жадность – это хорошо» – это разрушительная кредо. И через путь главного героя мы видим, что стремление к богатству любой ценой не только не приводит к устойчивому успеху, но и может полностью разрушить судьбу человека. В сущности, этот фильм не об Уолл-стрит и не об игроках, которые переступают закон. Этот фильм о нас, о человеческой природе, о том, что тут внутри, о том, что может нас разрушить или наоборот привести к успеху. Главное не забывать, что действительно ценно. В конце Бат Фокс это понял. Друзья, кому понравился ролик, ставим лайк и подписываемся. Если у вас есть свои мысли касаемо идеи этого фильма, поделитесь в комментариях. Пока!